Новая программа Земли. А теперь давайте поговорим о самой сути так называемого перехода в 5D-пространство восприятия сознания. Обратите внимание на то, что мы говорим 5D восприятия сознания. Именно сознание, а не 5D плотность Земли и так далее. Потому что это, опять же, программа восприятия сознания. Это в сознании будут перемены, а не на самой планете. Хотя сама планета тоже переходит в 5D плотность восприятия, ее сознание. Ведь у Земли тоже есть сознание, и в этом сознании куча программ. Поэтому они вместе, человек-развертка, уплотненная энергия в виде ландшафта и всего, что вроде бы существует на Земле, вот эта вся картина, и мы вместе с ней переходим в 5D плотность восприятия. Это, конечно, очень сложный процесс, но необходимый. Много сейчас всего намешано, всякие ведутся разговоры на эту тему, и зачастую контактеры либо сами недопонимают суть того, что доносят, передают, либо информация, которую они передают, не совсем достоверная. Не будем никого обвинять, просто попробуем разобраться и донести до вас максимально доступным языком. Впервые об окончании старой программы, или так называемого «конца света», заговорили после того, как расшифровали календарь майя. Так вот, после этого начались разговоры о конце света, который должен был состояться 21 декабря 2012 года. Да, действительно, в это время включилась новая программа Земли. Это правда. Люди неправильно поняли, конец света — это схлопывание Вселенной, конец игры, образно говоря. Выключается компьютер, гаснет экран — вот это действительно конец света. Можно даже сказать в прямом смысле, так как не освещается игровая площадка. Но 21 декабря 2012 года просто была подключена или переключена, как хотите, говорите, новая программа Земли. Может возникнуть закономерный вопрос. Почему после включения новой программы наступило время хаоса, природных катаклизмов, войн, непонятного противостояния между Западом и Востоком? Как-то не увязывается, вроде начинается новая игра, а ощущения у людей самые что ни на есть негативные. Ведь в начале 2000-х годов ничего не предвещало такого развития событий. Так вот, каждая программа начинается с того, что убирает, сметает все то, что ей чуждо, что ей не нужно и никогда не пригодится в дальнейшем. Вот здесь и появилась коронавирусная инфекция. Несколько подвидов этой страшной болезни пронеслись по всей планете, унеся с собой миллионы землян. Но остальные, кто прошли это испытание и остались живы, получили иммунитет и прошли окончательный и последний опыт в борьбе с вирусной инфекцией. Вы сейчас живете в двух программах одновременно. Все, что у вас вызывает раздражение, непонимание — это все старое, доживающее и уходящее безвозвратно. Ведь не зря же гласит пословица: «Не сломаешь старого, не построишь нового». Не может все измениться моментально, ведь закон иллюзии никто не отменял. Потому что люди, которые сейчас доживают свою жизнь на Земле в твердой 3D-плотности, так и не примут новые догмы. Зачем же вводить в шок все человечество? Те, кто осознает, что происходит, имеет хоть малейшее представление и знание о мироздании в новом свете, те и так понимают происходящее с пониманием. Ну а остальные так и уйдут в твердой уверенности, что все вокруг реальное и материальное. Так и должно быть. Старая игра доигрывается по всем правилам иллюзии. Будет еще немало так называемых катастроф и катаклизмов. До 2030-х годов так или иначе придется пострадать людям на всех континентах. Абсолютно все почувствуют на себе уходящую эпоху, она еще покажет себя. Не очень хочется пугать человечество, да это и не входило в наши планы. Но если мы решили приоткрыть завесу, то без предсказаний не обойтись. Только не думайте, что мы хотим кого-то напугать. Мы сами никого не боимся и вам советуем жить по этому принципу. Так вот, давайте разберем, что в ближайшие десятилетия ждет ту или иную страну, а также континенты, которые как бы расположились на планете. Давайте начнем с Америки. Что ждет континенты, Северную и Южную Америки? Пока что будем говорить именно об изменениях природы развертки этих земель. Южная Америка, если мы посмотрим на нее сверху, как бы из космоса,
то увидим, что северо-восточная часть Нижнего континента уйдет под воду. Это часть Панамы, Колумбии и Венесуэлы. Также пострадает нижняя часть Южной Америки. Сильное наводнение будет в Чили, Аргентине. А вот Северная Америка пострадает очень сильно. Затоплены будут и восточное побережье, и западное. Пострадают такие города, как Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Монреаль, а также север Мексики, Лос-Анджелес и другие. Вода зайдет далеко вглубь континента, образуя внутренние моря, озера. Ландшафт континента очень сильно изменится. Также сильно пострадает Канада и с запада, и с востока. Новые карты этих двух континентов будут выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Как же это все произойдет? Цунами — вот что послужит причиной. Сдвиг тектонических плит как в Атлантическом океане, так и Тихом. Конечно, эти события произойдут не одновременно, но временной промежуток между ними будет небольшим. Высота волны цунами будет достигать 30-40 метров. Пострадают также и европейские страны. От этой стихии в первую очередь пострадает Великобритания, Нидерланды, достанется и Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Германии, всем прибрежным странам. Но больше всего в Европе пострадает, конечно же, Великобритания. Будет затоплена значительная часть территории острова. Возникает, конечно, закономерный вопрос: смогут ли люди, проживающие на этих территориях, заблаговременно покинуть их и убежать от смертельной опасности? Как это все будет происходить? Молниеносно или же можно будет сориентироваться и спастись? Те, кто должен уйти из воплощения в это время, конечно же, останутся у себя дома. Ну а те, кто должен остаться и продолжить выполнять свои задачи на Земле, обязательно почувствуют, что им нужно куда-то переехать. Или в это время будут просто путешествовать и находиться на другом конце Земли. У всех по-разному. Цунами уже неоднократно случались на Земле, и вы, конечно, уже имеете представление, что это такое и как быстро все меняется. Поэтому определить и сказать, что все будет происходить столько-то часов или дней, невозможно. Почему сразу в двух океанах произойдет сдвиг? Ну, тут тоже нет однозначного ответа. Новая Земля будет выглядеть по-новому. Наверное, это все, что можно сказать. Ведь картина мира меняется с завидным постоянством. Вам, наверное, приходилось видеть в интернете старые карты Земли. Это действительно подлинные карты. Так вот, на них континенты выглядят совсем не так, как на современных картах. Раз уж мы затронули Европу, то поговорим и о других европейских территориях. Южная Европа, то есть Португалия, Испания, Италия, Греция, Турция, останутся почти без изменений. Конечно, потрясет немного, но внешне, можно сказать, ничего нового не будет. Африка, некоторые территории стран, омываемых Атлантическим океаном, немного пострадают от воды, но не критично. Средиземноморский бассейн останется практически незатронутым. Также и арабские страны Персидского залива. Правда, и в Африке, и в пустынях Аравийского полуострова очень сильно поменяется климат. Дожди не будут обходить стороной эти края, и пустыня начнет отступать, превращаясь в оазис садов и виноградников. Также преобразится и пустыня Сахара. Как мы уже говорили выше, климат будет ровный и благоприятный на всей территории Земли. Не будет изнуряющей жары и невыносимых морозов. А раз так, то всю поверхность Земли будут покрывать удивительные растения, все заблагоухает и расцветет. Опять возникает вопрос. Если будет равномерная комфортная температура, то как же льды Арктики и Антарктики? Вот здесь произойдет уникальное явление. Талая вода Арктики растечется по морям и океанам равномерно, особо не причиняя вреда прибрежным землям. Но все-таки и российский север, и такие страны, как Норвегия, Швеция, Финляндия, а также Прибалтика, пострадают. Но говорить о полноценном затоплении этих территорий нельзя. Такое уже было и неоднократно. Мы с вами уже обсуждали это, что человеческая цивилизация существует уже 6-й раз, значит, опыт таяния льдов уже был. Конечно, будет топить, но не критично. Талая вода Антарктиды тоже распределится по океанам, немного подтопит Австралию и близлежащие острова.
Антарктида будет еще долго держать людей на расстоянии. Не думайте, что вас кто-то пустит туда, когда температура изменится до комфортной. Какая бы она ни была, вас туда не пустят, так как там находится как бы командный пункт управления вашей реальностью. Сложно вам объяснить то, что ну никак не может быть воспринято вами. Слишком молодо человечество, чтобы все понимать. Конечно, пройдет время и все откроется, постепенно все поймете, осознаете. Мы еще вернемся к Антарктиде и хоть чуть-чуть приоткроем завесу. А пока давайте обсуждать новую карту мира. Африка будет затоплена с юга, но незначительно. Аравийский полуостров ждет процветания. Китай внешне не изменится, если смотреть сверху. Но на территории Китая тоже будут происходить катаклизмы, землетрясения, внутренние наводнения и так далее. Индия пострадает не меньше Китая, также из-за землетрясений. Горы где-то будут как бы рассыпаться, где-то подниматься. И, конечно же, будут происходить разломы земли, будут появляться новые водоемы, озера и так далее. Япония пострадает очень сильно. Здесь будут и землетрясения, и цунами, остров Япония очень сильно видоизменится. Очень жаль, но суши у этого государства останется значительно меньше, чем в данный момент. Россия, ну, этому континенту Евразии в этой ее части повезет больше всех. Конечно же, начнутся осуждения. А что это вдруг так несправедливо? На самом деле, эта территория уже давно готова к тому, чтобы здесь началась новая эра. С этой территории пойдет всеобщее обновление. Сюда больше всего направлено целительной энергии Творца. Здесь проживают души, специально воплотившиеся в это время для помощи в переходе. Больше всего контактеров на территории России. Несопоставимо с другими территориями, сотни, тысячи высокоразвитых космических душ в настоящее время пребывают на территории России. Россия выбрана не случайно для такого великого преображения Земли. Изначально было задумано Творцом место в этой развертке с более высокими энергиями. Кажущиеся на первый взгляд непроходимыми просторы Сибири, как западной, так и восточной, помимо того, что обладают несметными богатствами, нефть, уголь, руды, золото, серебро и так далее, насыщены самыми высочайшими вибрациями, имеют очень высокий энергетический потенциал. Люди, населяющие эти территории, при всей своей кажущейся простоте, также имеют очень высокий потенциал вибраций. Зачем разрушать и преобразовывать эти территории, если они уже давно готовы к переменам? Так что можно сказать, что территория России — это колыбель будущего человечества. Чтобы сразу отпали все вопросы по поводу других славянских государств, да, и они тоже имеют этот потенциал. Украина, Белоруссия однозначно входят в эти территории. Все эти страны в ближайшее время будут объединены, и это задумка творцов. Сейчас на территории Украины полыхает война. Идет чистка как самой территории, так и человеческого потенциала. И это все для того, чтобы потом, после окончания старой программы, объединенная, новая, огромная страна могла принять у себя тысячи и даже миллионы новых граждан со всей планеты. Так как многие территории будут затоплены или непригодны для жизни из-за других катаклизмов. Так что не думайте, что только россиянам повезет. По новой программе передвижение и расселение человеческой цивилизации не будет ограничено во всех смыслах этого слова. И многие захотят начать новую жизнь на благословенной земле. Национальности как таковые утратят свою актуальность. Не потому что запретят родной язык и культуру. Я имею в виду, что та или иная страна только для одной нации. Нет, как раз наоборот. Все смешается, и все национальности будут равны, независимо в своей стране они проживают или совсем на другом континенте. Даже сейчас на территории России проживает великое множество народов, поэтому ей не привыкать. Да и вообще по новой программе такие понятия, как разделение по национальному признаку, по вероисповеданию, по цвету кожи, будет неактуально. И это происходит как бы само собой. Границы между государствами имеют чисто символический характер. Объединение и процветание всего человечества — это главный тезис новой эпохи. Восприниматься новые веяния будут очень спокойно. Никто не будет возмущаться и протестовать в связи с тем, что другие, может быть, на первый взгляд чуждые элементы будут селиться рядом.
Все будет происходить из понимания того, что разве может быть по-другому? Ведь так гораздо интереснее, давно надо было так сделать и не отделяться границами. Политические взгляды, что же с ними будет? Какой строй, какое управление? Вы знаете, особо ничего не поменяется. Только никаких президентов не будет. Будет парламент, избираться будет людьми, как и сейчас, но принцип отбора представителей будет другим, по примеру высокоразвитых цивилизаций, где в парламент, так его пока назовем, будут входить не политики, как теперь, а простые люди, представители той или иной местности, проявившие себя как порядочные, высокообразованные, а также имеющие большой жизненный опыт. Одного человека, как показала практика, во главе государства ставить нельзя. Такое управление уже давно исключено в других мирах. Все-таки равноправие должно быть абсолютным, а обожествлять одну личность, например, руководителя того или иного государства, не нужно, так как по происхождению он совсем не отличается от других людей. Поэтому нет ничего лучше, чем парламент. Не думайте, что он будет работать так же, как сейчас. Схема совсем другая, равноправие во всем. Во времена Советского Союза стремились жить по этому принципу и даже мечтали о коммунизме с лозунгом «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Задумка была очень хороша, но о коммунизме говорить было преждевременно. А сейчас, после того, как человеческая цивилизация вступит в новую эру, этот лозунг коммунистический как раз и пригодится. Но не думайте, что основная масса людей начнет филонить от работы. Ведь все равно же получит все, что ему требуется. Нет, этого просто не может быть, потому что в его личной программе будет заложена потребность в той или иной работе. И не просто абы какой, а именно той, которая закладывалась им в духовном мире, в сценарий воплощения. Так что всем найдется и работа, и занятия по душе. Ну а материальные блага — это вообще не проблема. Сколько нужно будет для нормального безбедного проживания для всего человечества, все будет заложено в новую программу. Создателям новой программы совершенно неинтересны такие испытания, как голод, неурожай, нехватка электроэнергии, тепловой энергии, какой-то хаос. В одном месте густо, в другом пусто. Все это уже проходили земляне и не один раз. Поэтому такие неприятности для человечества уйдут безвозвратно. Для создателей новых программ иллюзорного мира нет ничего невозможного. Сами посудите, если бы вы программировали компьютерную игру и были специалистом в этом деле, разве были бы у вас хоть какие-то ограничения? У специалиста уверен, что нет. А если бы вы только могли представить уровень программистов, специалистов, которые создают программы для цивилизаций, не только плотно-материальных, таких как земляне и многие другие, но и для тонко-материальных миров, где наблюдатели выглядят по-разному, некоторые имеют совершенно невообразимую внешность. Это все фантазии программистов высочайшего уровня. Поэтому создать картины нового мира земной развертки им очень интересно. И они, конечно, приложили немало усилий и фантазии, чтобы Земля была отлична от старой развертки. Появятся как новые горы и водоемы, видоизменятся материки, растопятся льды, но также появится новый растительный мир. И даже животные также немного видоизменятся, как бы вступят в новую эру вместе с человечеством и будут удивлять людей своим более развитым умом и другими привычками. Они вместе с человечеством как бы эволюционируют и будут более совершенны, скажем так. Итак, будущее человеческой цивилизации никак не зависит от самого человечества и тем более от одного человека, одной личности. Будь то просвещенный, проснувшийся, как вы их называете, или личность совершенно далекая от всего того, что называется эзотерикой. Какие бы он ни излучал вибрации, ничего не зависит от его энергии, потому что, как вы поняли, от игрока в компьютерной игре мало что зависит. Даже если он будет весь светиться и излучать энергию высочайшего уровня, он все равно останется персонажем игры, подчиняющимся сценарию программы игры. Так и человек или наблюдатель не в состоянии изменить своими личными энергиями, вибрациями, происходящее в его личной развертке. И тем более в развертке Земли. Поэтому не нужно удивляться тому, что каждый человек, даже самый добрый и любящий всех и все вокруг,
может быть глубоко несчастлив, получая от жизни испытания невероятной сложности. Теперь поговорим об энергиях, которые сейчас приходят в эту развертку. Очень высоковибрационные энергии заменяют низковибрационные, присущие 3D-плотности. Это, конечно, происходит постепенно, потому что все живое на Земле привыкло к низковибрационным энергиям. Со временем новые энергии полностью заменят старые. И, конечно, структура всего живого также станет высоковибрационной, более разряженной, скажем так. А так как все, что мы видим вокруг, это уплотненные энергии, то все будет иметь вид более разряженный, то есть менее плотный. Все предметы и тела будут как бы светиться изнутри и иметь легкий ореол. Также и человеческие тела будут менее плотными. Клетки как бы потеряют часть материи и заполнятся новой энергией, более мощной. Поэтому человеческие тела будут также как бы подсвечены изнутри. На эту внутреннюю энергию можно будет влиять другой энергией, в том случае, если произойдет сбой в организме человека. Ведь материи станет меньше в организме человека, и энергия целостная, новая, будет заменять в теле ту, которая по тем или иным причинам снизилась, пришла в негодность. Может быть, некоторые из вас уже слышали о такой цивилизации, которая уже проживала на Земле и как бы питалась энергиями. Да, действительно, такое уже было и не один раз. Ведь мы уже говорили, что человечество уже в 6-й раз проживает на Земле, меняя программы. Возможно, уже через 50 лет это случится на Земле. Но не нужно думать, что люди будут питаться исключительно энергиями. Нет. Легкая пища, овощи, фрукты, морепродукты, кое-что из растительного белка все же останется. Но подпитывать себя и исцелять люди смогут самостоятельно. Человечеству будут даны знания, в какое время суток лучше всего поднимать те или иные энергии. И это будут знания не от каких-то контактеров или целителей, и это будут знания не от каких-то контактеров или ценителей, а общепринятые знания. Просто человек как бы всегда знал, что это так работает, и никакого удивления или неприятия этого факта не будет. Мы должны сказать вам, что в новой программе предусмотрены правила принятия как обычной материальной пищи, так и энергетической. Это будет происходить так же, как и сейчас. Вы же не задумывались особо над тем, какой завтрак употребить. В основном завтраки у людей очень схожи. По крайней мере, в той или иной стране люди предпочитают пищу довольно однообразную. Так и в будущем приоритеты, конечно же, изменятся, но все произойдет как бы само собой. Мясные блюда исчезнут совсем. Животные не будут служить пищей для человека. Это относится не только к крупнорогатому скоту, но и свиньям, птице, куры, утки, гуси. Мясо любое — это очень низковибрационная пища, и в новых энергиях будет очень тяжела для человеческого организма. Поэтому блюда из мяса просто постепенно сойдут на нет. То же самое произойдет и с животными жирами. Сливочное масло, сыр, яйцо не будут во главе стола во время завтрака, так как это тоже низковибрационная пища. Но, уверяю вас, вы даже не заметите, что потеряли все это. Вы будете говорить: «Да, я пробовал мясо, ел шашлык, пельмени, но сейчас мне это совсем не интересно». Потому что новые предпочтения человечества изменятся кардинально. Люди даже не заметят, как перейдут на новое питание, более легкое, но в то же время полезное и необходимое человеку. Растительная пища также будет включать в себя все виды зерновых, бобовых, а также всевозможных орехов и семян. В общем, все то, что уже сейчас употребляют люди, бережно относящиеся к своему здоровью. Конечно же, не стоит думать, что у вас заберут столь любимые вами продукты и ничего не дадут взамен. В результате ваш рацион оскудеет. Нет, конечно же нет. Появится очень много нового и, поверьте, вкусного и полезного. Голод человечеству не грозит, это точно. Мы уже говорили ранее, что люди, которые все-таки попадут в новую развертку, я имею в виду уже сформировавшуюся, с окончательным вариантом так называемой картины мира и других показателей обновленного мировосприятия, когда будет сформирован энергетический потенциал как самой матрицы, так и ячейки человека, люди смогут увидеть не только новые картины мира, которые появятся перед их взором на поверхности, но и другую картину небосвода,
Солнце, ваше любимое Солнце, станет немного другим. Сейчас оно имеет желтоватый цвет и очень сильно жжет, особенно в южных широтах, а также в летнее время. Будущее Солнце будет намного ласковее и иметь белесый цвет. Энергия, излучаемая Солнцем, не будет иметь разрушительную силу бесконтрольного характера. Это светило, как и Луна, будут служить людям не только освещая Землю, но и посылая разнообразные энергии в зависимости от времени суток. И, конечно же, служить и помогать человечеству как в сельском хозяйстве, так и в исцелении всего живого. Ведь Солнце и сейчас основа всего живого, но в будущем влияние Солнца на все и всех очень трудно будет переоценить. Потому что Солнце — это своеобразный генератор, принимающий энергию Творца, перерабатывающий ее на всевозможные варианты и отдающий ее земной развертке, уже готовой, соответствующей энергиям самой матрицы Земли. Мы не будем утверждать, что человечество будет получать энергию только от светила под названием Солнце. Конечно же, у Творца источников энергии более чем достаточно. Например, Луна — это тоже своеобразный генератор. Она и сейчас верой и правдой служит человечеству, передавая энергии немного другого характера, нежели Солнце, но столь необходимых землянам, да и самой Земле. Сейчас не будем углубленно останавливаться на этом. Более-менее образованные люди в курсе, как важна энергия Луны. Дело в том, что новая развертка и ее энергия изменится и пополнится множеством новых энергий, очень необходимых в новое время. Никто от вас не будет скрывать, какие это энергии, для чего они нужны человечеству. Все эти знания откроются как бы сами собой и будут даваться детям в школе. Мы уже говорили ранее, что в новой матрице земной развертки и физические законы будут другими, новыми. Постепенно законы физики начнут меняться, и опять это будет казаться само собой разумеющимся. А старые и жившие себя понятия постепенно забудутся, как будто и не существовали никогда. Конечно же, все это будет происходить благодаря новой программе. Вам, наверное, интересно узнать кое-какие детали нового технического прогресса. Да, в других, более развитых мирах технический процесс ушел очень далеко вперед в сравнении с земными изобретениями. В новой программе технические новшества почти сравняются с инопланетными. Способы передвижения в так называемых индивидуальных прозрачных шарах станут возможными к началу следующего столетия. Небольшие платформы, также индивидуальные вместо автомобилей и мотоциклов. По земле, то есть по поверхности, можно будет гулять или просто ходить пешком. Все передвижения будут происходить по воздуху. Мы с вами уже обсуждали, что законы физики изменятся, а значит и возможности. Вы гадаете, как это летающие тарелки инопланетян имеют такие непостижимые возможности? А это никакие не возможности. В их мире действуют другие законы физики, конечно же, благодаря высокой плотности восприятия сознания. А так как человеческая цивилизация также повышает плотность восприятия, то и ей будет предоставлена такая возможность. Некоторые программы человечества и других миров той же плотности восприятия будут дополнять друг друга. А значит, путешествовать и иметь средства передвижения для этого у землян, конечно же, будут. Путешествия в другие миры станут обыденным делом. Также бывать в других мирах можно будет не только используя технические средства передвижения, но и астрально. Достаточно будет переключить свое сознание по запросу на желание и настрой на то или иное путешествие. И вот вы, находясь физически у себя дома, наблюдаете и даже участвуете в жизни другого мира, общаясь и познавая новое. И это смогут делать не избранные, а абсолютно все, потому что программа восприятия у всех людей без исключения будет одинаковой. Как мы говорили, что человечество такую эпоху своего развития уже переживало. Вы все время приводите пример Атлантиды. Да, действительно, это часть того мира более тонкого, так скажем, который уже был на Земле. И те возможности, которые я сейчас описываю, такое уже имело человечество. А именно у Атлантиды, а также у Гипербореи, ведь они существовали почти одновременно. Некоторые гипнологи, вводя человека в транс, получают информацию об этих удивительных развертках, существовавших на Земле.
Но представление о том, что с ними случилось, и почему такие высокоразвитые цивилизации исчезли, совсем неправильное. Они существовали ровно столько, сколько было запрограммировано великими программистами. Никакой ядерной войны не было, а те доказательства о якобы пронесшейся ядерной войне по земному шару даны человеку для его же интереса, чтобы можно было задумываться, анализировать и делать выводы. Представьте, если бы нечего было изучать и ни о чем не думать, скука несусветная. А так люди любознательные и ищущие всегда при деле. Так вот, эти высокоразвитые цивилизации, Атлантида и Гиперборея, завершили свое существование согласно плану Творца. А вы входите именно в такой мир той же плотности восприятия, что и входили они. Сейчас мы поговорим о 5D плотности восприятия сознания. Атлантида и Гиперборея впоследствии перешли в 6D, и вам предстоит это сделать. Там, в этой плотности, поистине фантастические возможности. Но до шестерки нужно, как говорится, дожить, пройдя путь и не короткий, такой, как сейчас. Ведь большинство землян, как мы говорили, все еще находятся на твердой тройке. Если примерно посчитать, сколько вас, живущих на Земле, сейчас находится в 4D и готовых хотя бы мысленно к 5D, то получится неутешительная цифра, где-то 20-25% от всего населения. Ну, ничего, все идет по плану. Представьте себе, если бы не было этого плана. Ведь многие из вас, даже те, которые сейчас читают эту книгу, не совсем верят в то, что мироздание — это программа, наподобие компьютерной. Согласитесь, ведь вы не особо верите в то, что здесь излагается. Тогда давайте немного поразмышляем. Если вы не верите, не хотите верить в то, что Творец — это величайший, так скажем, ученый, с такими же величайшими учениками сотворили этот мир. Да и не только этот мир, а миллионы разнообразных миров, которые расположены на разных уровнях, то есть плотностях. А также создали программы, и вот в этих мирах живут или существуют, как хотите, разнообразные сущности. Незачем отрицать, если вы хоть маломальски образованный человек, интересующийся, то не можете не знать об инопланетных кораблях, летающих тарелках и так далее. Ведь вам их уже показывали неоднократно. Или вы все еще думаете, что это фотомонтаж и все видео, которыми кишит интернет, фальшивка? Ну хватит уже бычиться. Никакая это не фальшивка. Конечно, есть земные умельцы, старающиеся преподнести сенсацию, но и реальных фактов предостаточно. Так что же получается, тарелки есть, инопланетяне есть, но откуда они? Неужели вы и вправду верите, что они преодолели колоссальнейшие расстояния, чтобы посетить голубую планету? Ну, кто-нибудь из вас верит, что без двигателей, которых якобы нет, летающие тарелки мгновенно оказываются в другой галактике? Давайте будем реалистами. С точки зрения физики, той, которую вы знаете, это невозможно. Значит, есть что-то другое, кардинально другое. А теперь вернемся к квантово-волновой природе мироздания. Вот здесь, расположив картину мира на определенной частоте волны, или проще плотности, можно проявить ее, используя опять же разные частоты энергии, уплотняя ее. Ведь мы с вами уже разбирали, что все вокруг — это энергия. К тому же особо-то и трудиться не надо, если вложить в сознание программу восприятия, только и всего. Сейчас люди молодого возраста в основном очень хорошо знакомы с программированием. Подумайте, поразмышляйте, что проще было создавать Творцу? Бесчисленное количество вселенных, галактик, звездных систем, планет и так далее, имеющих колоссальную массу, вес. Двигать все это, используя невообразимую силу, то есть энергию, составлять траектории вращения и движения небесных тел. Затем населять несколько планет, надеясь на эволюцию, и ждать, когда же его сознание разовьет свой ум, чтобы придумать колесо. Ой, как здорово, что человек научился добывать огонь. Ой, как хорошо, он изобрел лук и стрелы. Ну, вам самим как этот вариант? Не кажется слишком скучным? Ну хорошо, продолжим. И вот терпеливо ждет Творец развития человечества. Проходят тысячелетия, и человек изобрел автомобиль. Не прошло и 50 лет, и человек задумался о космосе. И ведь полетел. Какой молодец, даже вроде до Луны добрался.
Ну, это вопрос, конечно, спорный. А дальше вообще чудеса посыпались, как из рога изобилия. Телевидение, сотовая связь, всеобщая компьютеризация, флешки, чипы, всемирная паутина. Уж какой же человек молодец, ведь от обезьяны недалеко ушел, и вдруг такие чудеса творит. Что же ты, человек, несколько тысяч лет, а может даже миллионов, так вроде вы исчисляете свою историю, ничего путного придумать не мог? Вопрос, конечно, интересный, не правда ли? Ну а теперь давайте предположим, что Творец — это действительно величайший ум, конструктор, программист, как хотите. Вот тогда все встает на свои места. Не могут знания взяться ниоткуда, ведь вы же грамотные люди. Поразмыслите, ни к чему Творцу. Поразмыслите, ни к чему Творцу создавать ненужный никому физический мир с его громоздкими тяжелыми планетами, к тому же, как мы знаем, необитаемыми. Зачем? Ответьте, пожалуйста, те, кто ратует за физический мир и за исключительность самого человека. Что именно человек дошел своим умом и развитием до того технического прогресса, который сейчас есть на Земле, и, конечно же, это только его заслуга. Как вам такой расклад? Конечно же, гораздо проще сказать, что все это выдумки, и что вам хотят заморочить головы, чтобы отвлечь вас от ваших насущных проблем. Но, может быть, хватит уже заботиться и думать только о хлебе насущном, ведь большинство из вас никогда не голодали. Что же это за жизнь такая, ведь правда, никакого просвета. Высшие силы призывают вас хотя бы задуматься, научиться анализировать и понять, наконец, почему уже произошли такие разительные перемены как в технической сфере, так и в духовной. Ведь словами «контактер», «экстрасенс» сейчас никого не удивишь. Еще в конце 20-го столетия, кроме Ванги, вроде как и контактеров не было. Но вспомните, это же на нашем веку было. Ее чуть ли не к лику святых причисляли, а ведь она была обычным контактером. Таких сейчас тысячи без преувеличения, разве не так? И этот факт никого особо не удивляет. А на самом деле это все работа новой программы осознания. Потому что новая эра, эпоха, кому как нравится называйте, уже вовсю, так скажем, шагает по планете. И глупо думать, что все эти контактеры — шарлатаны, и их деятельность заключается только в том, чтобы зарабатывать побольше и, конечно же, задурить головы обычным людям. Но ведь даже те, которые относятся предвзято к таким людям, иногда констатируют, да, что-то в этом есть, как будто похоже на правду. И где же все эти целители-экстрасенсы были раньше? Почему только сейчас, в последние 20 лет, они, как говорится, расплодились? Да все потому, что старая программа не предусматривала такой просветительной работы, как теперь. Каналы открывали лишь избранным, таким как Кейси, Ванга и другим немногочисленным представителям человечества. Так что даже эти примеры подтверждают, что человечество уже живет по-новому. А сколько уже передано и рассказано о потустороннем мире? Ведь в 20 веке, таком еще близком и родном, многим живущим ничего такого не было. А сейчас столько людей хотят поделиться своими впечатлениями о своем околосмертном опыте. Не задумывались, почему? Ведь была черная завеса, все, что связано с загробным миром, и вдруг столько информации. Как вы думаете, это такая случайность, что очень большому количеству людей было позволено побывать, а главное запомнить картины из духовной родины? Вот как-то все интереснее и интереснее стало жить. Вы не находите? Конечно, тема загробной жизни интересует абсолютно каждого человека без исключения, и это объяснимо, ведь все уходят с земного плана. И всем хотелось бы еще пожить, какая бы тяжелая жизнь ни была прожита на земле, но идти в сырую яму не хочется никому. И слава богу, что это не так. Ну хоть с этим-то согласитесь, пожалуйста. Столько представлено доказательств от очевидцев. Ведь не случайно сейчас столько льется информации о духовном мире. Все это целенаправленная просветительская работа, потому что просто пришло время. Вы, конечно, вправе задать вопрос. А если просто в духовном мире перед воплощением не закрывать информацию? Откуда пришел человек и куда идет? Ведь было бы проще. Конечно, проще, но теряется смысл, исчезнут трудности. Ведь человек, изначально обладающий такими знаниями, возможно, начнет избегать выполнения тех или иных задач. И сам себя будет успокаивать, что ничего мне не будет, вернусь домой, пожурят чуть-чуть учителя, и все на этом.
В следующий раз все сделаю как надо, а сейчас не хочу. Вспомните, сколько раз вы откладывали на потом какие-то дела, на ваш взгляд, не очень приятные. Так вот, так не получится, по крайней мере, в ближайшее время. Но говорить о мироустройстве, о новой программе человечества и не упомянуть духовный мир невозможно, так как абсолютно все связано огромной силой Творца. Духовный мир — это огромнейшая развертка, не поддающаяся вашему теперешнему восприятию. В данный момент вы не можете в полной мере осознать все величие и грандиозность этой развертки. Но вы должны четко понимать, что все развертки, все так называемые планы существования имеют одинаковую природу. То есть все есть программа восприятия или иллюзорная реальность. Не может быть такого, чтобы где-то был физический, материальный мир, а где-то иллюзия. Все миры имеют одну и ту же составляющую и спрограммированы по одному и тому же принципу. Как вы уже поняли, разделение происходит только по уровню частоты или плотности. И чем выше плотность и частота вибраций, тем интереснее, скажем, существование в этих мирах. Плотность 3D-осознания, в которой до сих пор пребывает человечество, конечно же, гораздо проще духовного, высоковибрационного мира. Я имею в виду то, что в духовном мире гораздо больше возможностей и возможностей совершенно сказочных. Но согласитесь, что ваше пребывание на Земле нельзя назвать адским. Да, кому-то не повезло, и они проходят довольно жесткие испытания, но жизнь любят все. Ведь на Земле так много прекрасного, да вы и сами знаете. Разнообразие ландшафта, природы, растительности поистине впечатляет. Опять же, люди ведь в основной массе своей это добрые, понимающие и любящие существа. Вспомните свою юность, взросление, первую любовь и все то, что с ней связано. Разве это не прекрасные моменты вашей жизни? А путешествия, сколько удивительных мест на Земле. Ведь путешествия вы не перестаете удивляться красоте и величию земной природы. Так что земная развертка нисколько не уступает по своей красоте, размаху и наполнению другим мирам. Разве что сценарий для прохождения испытаний у вас потяжелее. Ну, извините, это ваш выбор. Ведь без такого опыта не может обойтись ни одна душа. Где-то она должна через все это проходить. Для этого и существуют такие площадки с 3D-плотностью. На данный момент Земля переходит в 4D и далее в 5D, отдавая свои сценарии другим мирам, которых, поверьте, очень много. Ведь есть же миры с плотностью 2D осознания. Условия в таких развертках гораздо сложнее, чем у вас. Они в данный момент, так же, как и вы, совершают переход, и им внедряют новую программу. Они начнут видеть и ощущать примерно такие же картины, как на Земле. Законы физики у них также поменяются, и их так называемые планеты окажутся в форме шара, которые, естественно, будут вращаться вокруг своей оси, а также совершать обороты вокруг своего светила. И они как будто начнут совершать открытие, что их мир вот такой. На данный момент обитатели миров с 2D плотностью осознания видят только то, что спереди, сзади, сбоку, а то, что вверху, нет. Нет у них никакого верха, то есть двухмерное измерение. В данных мирах, как и у вас, меняется программа, и чудес, на их взгляд, будет предостаточно. Точно так же миры, которые сейчас пребывают в 5D плотности осознания, переходят в 6D и так далее. Не может меняться программа только одной развертки. Вы же понимаете, все взаимосвязано. Ведь все существует одновременно. Конечно, для души, то есть сознания человека, роднее всего его духовный мир, ведь туда он спустился из высших сфер, отделившись сначала от Творца, а затем от высшего «Я». Душа просто не знает ничего роднее этого мира. Ведь там она начала себя осознавать отдельно от Творца, как индивидуальность. Там начала делать свои первые шаги в развитии и понимании Творца. Все, абсолютно все ей родное в этом мире. Там ее родные сущности, точно такие же, как и она сама, совершенно не отличающиеся от нее. Там она чувствует постоянное присутствие Отца, его безграничную любовь и заботу. Там она защищена от всего. Там она дома. И нет ничего прекраснее этого дома.
Ни одна так называемая реальность не может сравниться с этой духовной реальностью. Столько любви, столько света, добра и всевозможных чудес нет ни в одном мире, даже самой высокой плотности. Другими словами, можно сказать, что этот дом, то есть духовный мир, Творец создал для своих детей специально, а значит, это и его дом. И он, естественно, как и любой родитель, пребывает там постоянно. Если вы видели красоты Земли и оценили их, то можете представить, какие красоты и чудеса в доме нашего Творца, где миллиарды его детей обитают и проходят всевозможные обучения. Духовный мир — необыкновенный мир, несравнимый ни с чем, и его развертка, так же, как и земная и миллионы других, также обновляются сейчас. Конечно, то, что происходит там, отличается от вашего процесса, ведь это естественно, но тем не менее и ваш духовный мир по вашему возвращению в него тоже удивит вас новшествами. Но это не значит, что вы не узнаете свое самое родное место. Нет. Просто будете приятно удивлены теми новыми возможностями, которые у вас появятся. Все это мы говорим вам для того, чтобы вы понимали, что если у вас на Земле происходят глобальные перемены, связанные с изменением плотности энергии, из чего и состоит ваш привычный мир, то это не может быть индивидуальным процессом, нет. Повышаются вибрации у всего мироздания одновременно. Существа, обитающие в более тонких мирах, так же, как и вы, ожидают перемен. Единственное отличие так это то, что они прекрасно понимают, что происходит, и, конечно, рады этому, так как уровень их осознания гораздо выше, чем у землян. И они уже давно в курсе, что их мир — иллюзия, и они в игре. И это, кстати, не мешает им принимать свой мир с любовью и выполнять поставленные задачи. Ведь они так же, как и вы, сами себе выбирали испытания перед воплощением, находясь в духовном мире. Так что, когда говорят, что Земля возносится вместе со Вселенной, это отчасти правда. Отчасти потому, что, как говорится, возноситься-то нечему, так как ни Вселенной, ни Земли нет. А есть программа, и есть уровень восприятия сознания той или иной плотности. Надеюсь, что это все вы уже усвоили. Я понимаю тех людей, которые впервые столкнулись с такими понятиями, как плотность осознания восприятия. Но придется привыкать. В скором времени такие выражения будут очень часто мелькать в вашем пространстве. Без этого просто не обойтись, и постепенно прочно войдут в ваш лексикон как обыденные. А теперь давайте обсудим смысл перехода. Для чего такие глобальные перемены во всей программе мироздания? Ведь есть не только программы отдельных миров, но и одна большая, как вы понимаете. Что же получается? Жили миллионы лет, ничего особо не происходило, и вот давайте-ка поменяем все кардинально. Да, это действительно так. Вы очень любите повторять слово «эволюция». Это слово вы применяете довольно часто, как к самому человеку, так и к животным, насекомым и так далее. И это, наверное, правильно. Не может все стоять на одном месте, хотя бы потому, что невозможно наблюдать одну и ту же картину постоянно. Да, это тоже одна из причин так называемой эволюции. Ведь, как вы уже поняли, кто главный в этом во всем? Да, именно наблюдатели. Второе — это разнообразие сценариев, а значит и разнообразие опытов. Земляне уже достаточно хорошо усвоили такие уроки, как войны, распри, ненависть, неравенство, как материальное, так и социальное. Земные души, как говорится, настрадались досыта. И эти же земные души хотят чего-то нового, светлого. Они хотят творить, не задумываясь, принесет ли им их творение доход, чтобы прокормить свою семью. Так вот, самый главный тезис нового времени — это, конечно же, творение. Во всех его проявлениях. А именно, кто-то захочет стать ландшафтным дизайнером и будет украшать окружающий их мир, а кто-то дизайнером одежды, жилища и так далее. Найдутся те, кто начнет изобретать новые блюда в связи с новыми кулинарными пристрастиями, а кто-то музыку, стихи. Вы знаете, вам не кажется, что давненько у вас не появлялось гениев в музыке и литературе? XIX век подарил землянам столько гениев в этих областях, а XX, да и четверть XXI века
Не будем обижать людей, действительно внесших свой вклад в искусство этого времени, но их, согласитесь, значительно меньше. Так вот, расцвет культуры, появление новых Пушкиных и Чайковских, как вам это? Профессии, преобладающие в новое время, конечно же, будут разнообразными, но все, исключительно все, будут иметь творческий подтекст. Ведь сами души, воплощенные в энергетические аватары, изначально очень творческие и любознательные, а также глубоко образованные. Просто будет включена программа каждого индивида, предоставляющая доступ к его же знаниям и умениям, которыми он обладает в совершенстве. Даже не нужно будет подключать наставника, нашептывающего ему те или иные стихи или гаммы. Душа очень опытна и сама знает правила стихосложения и ноты, даже не сомневайтесь. Очень хочется порадовать землян, что теперь в вашем мире все будет замечательно, но, конечно, с оговоркой. Нужно только подождать, немного потерпеть, так как полным ходом идет зачистка всего ненужного, темного, скверного. Не обижайтесь, пожалуйста, если вас ранят эти сравнения. Лично вашей вины нет ни в чем. Сколько всего происходило на матушке-земле. Даже те, кто сейчас проживает, прекрасно помнят и знают из истории, что испытания, которые были на Земле в предыдущие столетия, были нисколько не менее страшные, чем сейчас. Пережили, да, и иначе быть не могло. Посмотрите вокруг те, у кого нет ни войны, ни разрушения, ни затопления и так далее. Солнце светит, сады цветут, дети смеются и радуются. Жизнь продолжается и будет продолжаться, даже не сомневайтесь. Ведь для того, чтобы она продолжалась, проделана колоссальнейшая работа творцов и сотворцов. Вы что же думаете, что Творец — это одна личность, один, как вы говорите, Бог? Нет, конечно, не один. Творцов также много, и они не уступают друг другу ни в силе, ни в знаниях, ни в возможностях. Если говорить о самих Творцах, более-менее понятным языком, то это сущности, также сотворенные, как и мы все. Вопрос — кем сотворенные? Кто стоит за всем этим? Как вы думаете, на данном этапе мы можем с вами обсуждать эту тему? Вряд ли. И не потому, что мы тут такие всезнающие, но вам не скажем. Нет, всю цепочку творцов, как и сотворцов, вы прекрасно знаете. Потому что проходили обучение в духовном мире, и там вам досконально объясняли, откуда идет начало всего. Так что не надо нас обвинять, что мы самое главное скрываем от вас. Просто не пришло время. Вам и так на голову, как говорится, вылили столько информации, совершенно чуждой для многих из вас. Давайте постепенно будем открывать знания. Так как все, что касается творцов, очень сложная тема. Всему свое время. Ну а теперь поговорим о самих принципах нового времени. Что же принципиально нового появится у землян? А начнется все, конечно, с рождения нового поколения, новых людей, так скажем, со встроенной, улучшенной программой восприятия. Мы уже упоминали ранее, что дети будут приходить в воплощение уже с определенными знаниями. Да, действительно, это так. Кстати, знание и умение читать, считать и писать будет считаться нормой у ребенка 2-3 лет. Конечно же, не грудные дети начнут вам книжки читать. Но как только оформится разговорная речь, вот тут и выяснится, что ребенок вполне сносно читает, пишет, рисует и считает. Естественно, знание не десятиклассника, но начальной школы точно. Также у него будут довольно сносные представления об окружающем его мире, природе животных, насекомых и так далее. Зачем тратить время на изучение азов окружающего мира, если душа этого ребенка уже все это изучала и не один раз? Ведь правда, в этом есть своя логика. Я думаю, что толкотня на одном месте 10-11 лет в жизни ребенка совершенно ни к чему. Молодой человек сможет гораздо быстрее закончить, как вы говорите, среднее образование. Кстати, само образование будет очень сильно отличаться от сегодняшнего и представлять собой своеобразные сообщества по интересам. Да, именно по интересам. Ведь сейчас в университетах изучают совершенно ненужные в большинстве своем предметы. А основным, тем, которые действительно пригодятся в их профессиональной деятельности, уделяется недостаточно времени и внимания.
Большинство из вас уже закончило свое обучение. Вспомните, сколько всего было пройдено за время обучения, а сколько осталось в памяти, закрепилось и пригодилось. Я думаю, мне не нужно отвечать на этот вопрос. Так вот, так как душа, сознание, как мы называем, очень даже осведомлена и разбирается во всех сферах изучаемых земных предметов, то ей не обязательно зубрить одно и то же, ведь так? Значит, сознание просто распакует свои знания, которыми обладает в нужное ей время, и воспользуется ими при необходимости. И изучать будет только то, что ей ново и интересно, и может пригодиться для выполнения поставленных задач. Например, если человек захочет заниматься геологией, изучать полезные ископаемые, вот эти науки и будет изучать в учебном заведении. Зачем ему, например, высшая математика, которую изучали во всех высших учебных заведениях? Или, например, молодой человек выбрал производство тех или иных продуктов. То же самое. Ему будет даваться только исключительно нужная информация. Вы, наверное, сами анализировали по окончании высшего учебного заведения. Но зачем столько времени потратил на то, что мне никак не пригодилось в жизни? Так вот, такого образования больше не будет. А будут двигаться исключительно полезные знания, касающиеся непосредственно выбранной специальности. Такое образование уже давно принято в высокоразвитых мирах и, конечно, в земную программу включено не случайно, так как оправдало себя сполна. Молодые люди гораздо раньше будут входить во взрослую жизнь, так как время на переживание одних и тех же знаний в течение 10-15 лет будет не нужно. Конечно, желающие учиться и получать всестороннее образование не будут обделены. Для этого будут существовать специальные учебные заведения. Но основная масса молодых людей будет получать вот такое образование. Это не значит, что молодежь будет какой-то ограниченной, бескультурной, необразованной. Все в порядке, не волнуйтесь. Знания будут литься рекой, стоит только выразить намерение и задать соответствующий вопрос. Ответ придет мгновенно, на мысленном уровне. Сейчас это называется яснознание, в будущем этим даром будут владеть все. Так же, как ясновидением и яснослушанием. Стоит только задать вопрос, как тут же придет ответ. Правда, фантастика? Нет, это не фантастика. Уже сейчас есть люди, которые обладают такими способностями, а в будущем ими будут обладать абсолютно все. Поэтому особо зубрить что-то не будет никакой необходимости. О самоисцелении мы с вами говорили. Это, конечно, тоже новшество принципиальное. Мы говорим об исцеляющих энергиях. Помните, мы говорили о новых энергиях Солнца и Луны? Так вот, энергетическая подзарядка человеческого тела будет происходить автоматически. Стоит только настроить себя, подобно медитации, на энергию Солнца, конечно, выйдя из помещения и обратив руки к светилу. И оно щедро вас зарядит нужной энергией. Такое уже где-то было, не правда ли? Да, гиперборейцы именно так заряжались от Солнца. Оно у них тоже было белесого цвета и испускало энергии различного характера, в том числе и для человеческого организма. Мы с вами уже обсуждали, что тело человека будет как бы разряженным, светящимся, более энергетически насыщенным, и ему крайне важно будет восполнять энергию, которую он потратил в течение дня. Так вот, на закате люди будут выходить из своих жилищ и подпитываться энергией светила. Много разных энергетических каналов появится в новой человеческой программе, но Солнце, как и сейчас, будет исполнять самую существенную и важную роль для всего живого. Луна также очень сильно влияет на земную развертку, даже сейчас, а в будущем у нее, как энергетического спутника земной матрицы, появятся дополнительные энергии, жизненно важные для человечества. И этот, назовем его приемник, распределитель, постоянно льющийся космической энергии, также будет отдавать энергию земной матрицы и всем живым существам. Энергия всегда была на первом месте, так как все состоит из нее, все мироздание, да вы уже сами поняли это. А в будущем она будет иметь еще большее значение, так как она будет иметь другие качества, другой диапазон частот.
Может быть, вам сейчас сложно понять, но генераторы, так их назовем, Солнце и Луна, получат дополнительные энергии, а человечество в связи с этим получит дополнительные возможности. Ведь Солнце и Луна никакие не звезда и спутник Земли, вы же понимаете. Они приемники-распределители энергии. Отсюда и свет, тепло, приливы, отливы и так далее. Конечно, по законам трехмерного мира Солнце — это звезда, Луна — небольшая планета, спутник Земли. В новой развертке ничего не изменится, они также будут на небосклоне, и также Солнце будет давать свет и тепло, а Луна вызывать приливы и отливы. Но человечество вдруг осознает, что эти светила могут еще выполнять и другие функции. Это тоже будет выглядеть как открытие, но со временем станет обыденным явлением. Мы говорили об исцелении человеческого тела. Да, заряжать свое тело энергией Творца станет таким же привычным делом, как сходить с утра в душ. Но ведь, как мы уже упоминали, болезни никто не отменит. А так как человеческое тело будет более энергетическое, чем сейчас, то и исцеление будет происходить по-другому, энергией. То есть человек сможет самостоятельно, используя энергии, приводить свое тело в порядок, залечивать раны, справляться с головной болью, даже регенерировать органы, со временем, конечно. Эта тема очень большая и требует отдельного освещения. Мы с вами обязательно вернемся к ней чуть позже. А сейчас нужно все-таки поговорить о социальной жизни. Может быть, что-то изменится в укладах человеческих взаимоотношений. На данный момент очень сильно шагнули вперед такие понятия, как однополые отношения. Конечно же, человек во все времена экспериментировал, хотел побольше, как говорится, попробовать, ощутить, не будем углубляться в эти понятия. Да, это было с незапамятных времен, но никогда не имело такого размаха, как сейчас, согласны? Мы не моралисты ни в коем случае, ведь мы с вами уже говорили, что человек проживает свою жизнь согласно сценарию, и его вины в том, что в его жизни происходит то, что вроде как не принято, конечно же, нет. Но раз мы говорим о новой программе, о новой жизни, наверное, хотелось бы узнать, как будет в будущем на этот счет. Не хочется разочаровывать приверженцев однополых браков, но такого распространенного явления ЛГБТ, как сейчас, не будет. Старые, немного забытые ценности будут в приоритете семьи и общества. Конечно, какие-то единичные случаи не исключены, так как это невозможно, но в большинстве своем приоритет на обычную традиционную семью с ее авторитетами. То есть беспрекословное преклонение и уважение к старшим членам семьи, дедушкам, бабушкам, родителям, а также тетям, дядям и так далее. Да, именно так, как было когда-то. Не волнуйтесь, молодежь это напрягать не будет. Уважение и почитание — это одно, а принимать самостоятельные решения никто никому не запретит. Потому что в такое замечательное время никто не будет сидеть под крылом у родителей, а будет искать себя, творить, выдумывать, пробовать. Молодежь будет очень самостоятельной и очень ответственной, ведь им строить новый мир. Но каждый будет знать, помнить и уважать свои родовые корни. Традиционная семья подразумевает закрепление устоев каким-то документом. Да, это никто не отменит. Замечательные сегодняшние свадебные традиции плавно перетекут в новую эпоху. Разве можно такое отменить? Ведь влюбленные во все времена скрепляли свой союз в праздничной обстановке и прилюдно. Не волнуйтесь, женихи и невесты, все останется. И кольца, и белое платье с фатой, и цветы. Возможно, добавятся соответствующие технические новшества. Например, новоиспеченные муж и жена будут проплывать на специальной прозрачной платформе и приветствовать собравшихся гостей. А что же будет с потомством? Захотят ли новые молодые семьи заводить детей, и какая семья будет считаться обычной? Как мы уже говорили ранее, никаких материальных проблем у человечества не будет. Значит, и, как говорится, прокормить семью никому не составит труда. После большой чистки, которую сейчас проходит земная развертка, население на так называемой планете поубавится и значительно. Как вы думаете, что будет с приростом населения? Сразу хочу сказать, что те души, которые покинули земную реальность совсем недавно,
и еще уйдут, естественно, захотят вернуться. Уверяю вас, обязательно захотят. Ведь земные души еще не проходили опыты в таком замечательном мире, который в скором времени откроется землянам. Так вот, о демографии и многодетных семьях. Да, детей в семьях будет как минимум 5, а у некоторых и того больше. Я не говорю, что все без исключения будут рожать по 5 детей. Конечно же, будут исключения, ну, как обычно. Но в основном семьи будут многочисленными, дружными, с традиционными ценностями. Делить членам семьи будет нечего, всего будет в достатке. Остается воспитывать детей в любви, заботе, взаимовыручке, а также в единстве всех членов семьи. В общем, в этой сфере будет полный порядок. Религия — очень интересный и своевременный вопрос в связи с открывшимися обстоятельствами. Я имею в виду новые знания о мироустройстве, о мироздании. Но ведь ничего же не поменялось. Да, вы теперь более осведомленные, чем раньше, но Господь не исчез из вашей жизни. Он как был, так и будет всегда. Если лично вам такой формат общения с Творцом представляется наиболее близким, пожалуйста, пусть он и остается. Ведь Грегор веры всегда работал и будет работать, независимо от того, новая программа человечества включилась или вы в старой развертке. Людям необходимо знать и верить, что Господь их слышит и по их просьбе всегда поможет. Ведь оставаться один на один со всеми горестями и проблемами очень тяжело, вы ведь прекрасно это знаете. Новшества новшествами, а помощь свыше всегда шла и будет идти. Может быть, некоторые за всю свою прожитую жизнь ни разу не ощутили присутствие своего ангела-хранителя, его любви и помощи. А ведь эти духовные существа постоянно находятся с вами. Это они хлопочут за вас, когда вы обращаетесь к Господу за помощью. Они одни из первых слышат ваши молитвы и всячески стараются помочь, продвигая ваши просьбы выше. И устроители вашей дальнейшей личной развертки стараются как можно удачнее вас провести через те или иные испытания. Да, это правда. Если человеку очень трудно дается то или иное испытание, то ангелы совместно с Высшим Я решают, как бы вам помочь, как бы хоть немного облегчить ваш земной путь. Поэтому верить в Бога, обращаться к Нему с просьбами, конечно же, нужно. Даже если вам не облегчат испытания, то все равно дадут хотя бы почувствовать, что вы не одни, вас любят, и все у вас получится. Те, кто не обращается к Богу, справляется сам, считает себя атеистом, не верит ни во что, все равно находится под приглядом своих наставников или ангелов-хранителей. Духовные сущности полны добра и сострадания, их задача — вести человека по жизни, и даже после развоплощения они не теряют связь со своим подопечным. Так что можно сказать, что они — вечные спутники души. Как это будет в новом мире? Придут ли люди к единой вере? Обязательно придут. Не сразу, постепенно, но все же разделения по вероисповеданию не будет. Просто как-то все выровняется, опять же, как будто само собой. Уйдут из жизни ярые представители религиозных конфессий, а новые молодые уже будут прекрасно знать и понимать единого Бога-Творца. Им незачем будет доказывать друг другу о преимуществах той или иной веры. Логично же, если они будут владеть знаниями о мироздании с начальной школы. Как же много разногласий принесла миру религия, вплоть до войн. Ну, здесь ничего не попишешь. Что было, то было. И слава Богу, что все эти распри уйдут, надеемся, навсегда. Поэтому почитание Отца Бога, преклонение перед Ним, просьбы о помощи и защите, конечно же, будут прежними или даже усиленными, так как понимание мироустройства приведет к тому, что человек уже однозначно будет посылать просьбы Творцу, зная, кому именно он их посылает. Ну и согласно новому времени и новых возможностей, будет получать ощутимую помощь и поддержку. Знание того, что все исходит от Творца, все зависит от Творца и все решает Творец, приведет к тому, что вера станет повсеместной. Согласитесь, что сейчас не все верят в Бога. Если уж совсем прижмет, вспоминают Его. А так, какой там Бог? Выжить бы как-то, концы с концами свести, и то ладно.
Вера — это, наверное, не совсем то слово, которым можно обозначить то, что будет чувствовать человек. Он просто будет знать, что Творец есть, что он под вечным его присмотром, где бы он ни находился. Я имею в виду хоть в плотно-материальном мире, хоть в духовном. Что он здесь ненадолго, что он выполняет определенные задачи, и ему необходимо справиться с ними, а затем уйти к себе домой, к своим родным и близким душам. Просто вспомните себя, когда вы были ребенком. Вас отдавали в школу, и вы хотели или нет, все-таки шли и изучали чтение и письмо. Старались или не очень, но все-таки проходили обучение и в основной своей массе заканчивали школу. Так и жизненные испытания. Ну надо, обязательно надо пройти и вернуться домой с чувством выполненного долга. Так что с верой мы с вами определились. Вера никуда не денется, просто немного как бы упорядочится в связи с вновь открывающимися знаниями, которые даются человечеству. На самом деле нет ничего такого в новой программе, чтобы хоть как-то напрягало, было каким-то чуждым. Ведь многое, о чем мы с вами говорили, уже было на Земле, а теперь в новую программу просто взяты самые лучшие, самые достойные варианты будущего. Если уж равенство, то равенство во всем: в выборе профессии, в выборе спутников жизни. Да, именно спутников. Вот сейчас мы об этом и поговорим. Скажите, пожалуйста, вам сильно нравятся ваши теперешние города? Если да, то хотим огорчить вас. Внешний вид городов и поселков очень сильно изменится. Вдруг окажется, что свободной земли предостаточно, чтобы города не росли ввысь. Другая картина развернется перед вашим взором. Одноэтажные, максимум двухэтажные дома будут в приоритете. Города, поселки, населенные пункты — все это будет чередоваться с зелеными массивами. Здесь будут и лес, и водоемы, луга, и все это в непосредственной близости от ваших домов. Разнообразные по архитектурному стилю, преимущественно светлых оттенков строения, вписывающиеся в общую картину, очень гармонично будут смотреться в зеленой гуще садов. Очень сильно продвинется техническое оснащение жилища. Обогрев не газом, а солнцем. Энергетические носители поменяются. Не нужно будет добывать ни нефть, ни газ, их заменят невидимые энергии из генераторов, перерабатывающие энергию Творца. Также будут заряжаться и средства передвижения. В других мирах уже давно это практикуется и не является чем-то из ряда вон выходящим. Постепенно заменятся все энергоносители. Поэтому в домах будут стоять приемники энергии, которые будут перерабатывать ее и превращать в тепло, свет и так далее. Поменяются и взаимоотношения между людьми. Сейчас люди живут в основном обособленно, каждый в своем мирке, общаясь исключительно с родственниками, с соседями, и то не всегда. В будущем будет очень развито общение по интересам. Даже селиться люди будут поближе друг к другу, чтобы вместе заниматься каким-либо любимым делом. Народ станет более общительным и сплоченным. Вы, наверное, думаете, что если новая программа сулит столько технических новшеств, то человек не будет вылезать из своих гаджетов. Нет, это не так. Это на данный момент он очень увлечен всеми этими техническими новшествами. А потом он прекрасно будет понимать, что он насытился всем этим, и что ему интересно совсем другое. Например, вместе со своими единомышленниками что-нибудь сотворить, так как такие возможности у него будут. Что это значит? Это значит выразить коллективные намерения и запустить на тонкий план, а там его обработают и через некоторое время представят для просмотра, ведь мы все наблюдатели. Во-первых, это очень интересный процесс, вы сами убедитесь. Чем сидеть в гаджетах, лучше создавать что-нибудь самим. Не правда ли здорово? Так вот, такие города, поселки с населением единомышленников и будут в новой развертке Земли. Правда ведь интересно, когда соседи собираются и начинают силой мысли менять ландшафт их прилегающей территории. А куда же денутся все эти многочисленные многоэтажки, в основной массе своей серые и мрачные? Они постепенно исчезнут. Именно исчезнут. Вы даже потом и не вспомните, что ваши города имели такой вид. Конечно, что-то снесут для вида, именно для вида,
чтобы вы не очень удивились. Вы же понимаете, что живете в иллюзии, зачем что-то ломать, если просто можно включить новую программу, и вы вместо серого пыльного мегаполиса окажетесь на лужайке перед вашим замечательным особняком. Ведь чего проще, не правда ли? Если вы все это усвоите, то вам не будет казаться все это таким уж фантастическим. Хотя, конечно, некоторым, наверное, нужно будет прочитать этот материал не один раз, чтобы его сознание приняло такую концепцию. Человек, который сейчас пишет эти строки под нашу диктовку, прошел немалый путь обучения и осознания того, что мы сейчас излагаем и доносим до вас всех. Потому что и ему поначалу были чужды все эти понятия. Поэтому мы совсем не будем в обиде, если кто-то скажет, что все это глупость какая-то несусветная, фантастика, сказки, и быть этого не может. Постарайтесь прислушаться к себе в то время, когда будете получать эту информацию. Не торопитесь с выводами. Ведь легче всего все отвергнуть, закрыться и не допускать до себя ничего нового, совсем не совпадающего с вашими взглядами и представлениями об окружающем вас мире. Конечно же, сложнее всего принять эту версию людям, прожившим долгую жизнь и перенесшим очень много трудностей, потерь, лишений. И они вправе сказать, что же получается, я похоронила своих родных, лишилась здоровья, допустим, голодала, рвала жилы, выполняя непосильную работу, и это все была иллюзия? Да никогда не поверю, такого просто не может быть. Да и Господь не позволил бы, чтобы я страдала просто так, ради какой-то игры. Очень даже вас понимаем и сочувствуем, что вы выбрали себе такие испытания. Как вас утешить, как объяснить, что никто вас ни за что не наказывал, и это лично ваш выбор и ваша воля? Да и нет у нас такой задачи доказывать кому-то, что мир — это всего лишь программа, иллюзия. Кто своим осознанием дошел до этого понимания, тот согласился. И мы уверены, что таких людей много. Ну, а кому это чуждо? Ну что же, ваше сознание, значит, не готово принять это. И те, кто принял эту концепцию об иллюзорности мира, ведь должны же хоть чуточку больше узнать о новом времени, которое грядет. И если мы об этом говорим, значит, время пришло. Никто раньше времени ничего вам бы не стал открывать. Так что дело за вами — принимать или не принимать все вышеизложенное. Конечно, на этом мы свои обращения к вам не закончим. Их еще будет немало. Ведь работа, которую мы сейчас с вами проводим через людей, контактеров, очень важна как для человечества, так и для тонкого плана. Конечно, это все контролирует сам Творец. Хотите, не хотите, а работа эта будет продолжаться. Новое время — новое учение. Ну как без этого, вы же понимаете? Так что общаться обязательно будем. Высшие силы желают вам с честью пройти те испытания, которые еще предстоит всем вам пройти. И знайте, мы неразрывно связаны с вами. Вы не один.